Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание сегодняшнему воскресенью, 3 октября. Вместе с вами поговорим о том, чего ожидать от этого дня, что в этот день обязательно сделать. Также с вами проведем практику на избавление от нищеты, от безденежья и от долгов из вашей жизни, а также чуть-чуть буквально уделим внимание народным приметам и лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца, чтобы знать и понимать полную информацию об этом дне. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, сегодня 3 октября, этот день называется закрытие. Почему именно он так называется? Дело в том, что в этот день энергии неподвижны и ничего не хотят делать. Поэтому сегодня самым полезным вариантом будет помечтать, подумать о себе любимой и, конечно же, постараться провести этот день максимально расслабленно в кругу семьи или с близкими вам людьми. Если позволяет погода, то прогулки в парке среди деревьев принесут вам пользу и смогут привлечь удачу в вашу жизнь. Также все, что касается бизнеса, каких-то креативных сегодняшних идей, карьеры, отношений, лучше это перенести. Важно и полезно сегодня отдыхать пассивно. Почему? Дело в том, что когда мы активные с вами, это у нас с вами работают одни энергии. А когда мы пассивны и отдыхаем, таким образом мы привлекаем другие энергии. И те энергии полезны для денежной удачи и вообще для удачи в целом. И учитесь именно сегодня отдыхать. Обращаем ваше внимание, что рыбы и раки вам звезды сегодня советуют подумать о себе любимой. Обращаем ваше внимание, что у нас сегодня убывающая с вами луна, и по лунному календарю это время мудрости и душевности. Сегодня время от времени старайтесь говорить следующую аффирмацию, фразу, закладывайте следующую мысль. Я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу и получаю важные знания из мира. Я поддерживаю радость и легкость в своей душе. Сегодняшний день тесно связан с водой и ее течением. Сегодня увеличивается сила ее влияния на мир, при этом как в хорошем смысле, так и в плохом. Вода представляет собой постоянное движение и смену форм. И в духовном плане мы становимся более гибкими, интуитивными и подвижными к изменениям. И вода имеет свойство насыщать, поэтому в сегодняшний день, 3 октября, наш ум требует насыщения знаниями и новой информацией. Мы можем с большим удовольствием сегодня открывать новые грани, исследовать и получать тайные знания в виде прозрений. В этот день усиливается влияние воды. Но негативной стороной воды является непостоянность и опасность. Поэтому сегодня часто сменяется у людей настроение из-за нестабильности эмоционального фона. Люди становятся более сентиментальными и расстраиваются по пустякам. В эти лунные сутки опасно купаться в холодной воде, а также не рекомендуем часто смотреть в зеркало. И именно сегодня, 3 октября, мы предлагаем вам провести один ритуал, который поможет вам избавиться от денежных долгов, а также вернет финансовый достаток. И если вы выполните такой обряд сегодня, 3 октября, то деньги начнут просто липнуть к вам. Итак, для проведения этого простого ритуала вам потребуется 2 стакана и обычная вода.
Конечно же, идеально для проведения этого обряда является место с открытой проточной водой, например, река, ручей, но вы это можете выполнить и дома. Здесь главное условие, что вы это должны делать вечером, чтобы в момент проведения самого ритуала луна должна быть видна. То есть лучше всего, если на время проведения ритуала вы будете проводить это у окна. Итак, для совершения этого обряда берем стакан воды и наполняем его водой, а затем, переливая жидкость из одного стакана в другой, говорим с вами следующие слова. Вода утекает и забирает с собой безденежье, проблемы и нищету. Мое финансовое благополучие чистое, полное и неустанно развивающееся. Повторите эту фразу 3 раза, после чего вам нужно включить кран с водой и начать не спеша выливать в раковину жидкость из стакана. И когда вы будете выливать и вода будет течь из крана, говорите следующие обязательно слова. Воду выливаю, от проблем, долгов, нищеты избавляюсь, в новую изобильную жизнь вступаю истинно. И после проведения такого ритуала вы про безденежье сможете забыть, потому что благодаря этой особой ауре, которая образуется после проведения этого обряда, долги уйдут и в жизни действительно наступит у вас финансовое благополучие. Если мы говорим с вами о народном календаре, то сегодня Астафьев день. По-другому этот день называют еще и ветряком. И издревле в народе, по народным приметам, этот день считался энергетически тяжелым. Сегодня ни в коем случае не подбирайте шишки с земли, потому что они могут навлечь на человека беды и несчастья. После мытья рук нельзя сегодня истряхивать водичку. Если ослушаться этого запрета, вы можете привлечь нечистую силу. Кроме того, ни в коем случае не берите сегодня у соседей взаймы кухонные приборы и еду, потому что с ними в жилище вы можете занести негатив. Не принимайте и не дарите сегодня подарки, потому что они принесут в вашу жизнь несчастье. Также, если позволяет погода, стоит просушить сегодня постельное белье и одежду на улице. Считается, что таким образом вы сможете выгнать из вещей негатив. Если есть такая возможность, то окна и зеркала вымойте раствором со святой водой, а вечером дома зажгите свечу. Кроме того, постарайтесь сегодня прислушаться и к своему организму. Если у вас напряжена шея, значит на ней висят лишние обязанности. Меняйте профессию или цель в жизни. А если у вас дискомфорт в спине, значит вам нужно больше отдыхать. А в ногах это значит к смене образа жизни на более активный. Если у вас зажаты руки, сделайте что-то, о чем давно вы мечтали. Если вы брали взаймы какую-то кухонную утварь, ну, например, там сковородку, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой ее сегодня возвращать нельзя, иначе в вашей посуде тоже будет пусто. А относится это также и к сумкам. И вообще в этот день совершается много обманов. Почему-то люди много грешат, а мир подкидывает нам иллюзии. Поэтому этот день сегодня достаточно энергетически очень тяжелый. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на эти рекомендации, на советы для того, чтобы 3 октября все-таки у вас прошел легко, непринужденно и хорошо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прекрасного всем дня. Пусть это воскресенье пройдет прекрасно и великолепно.